Всем привет! Вы на канале Натали Discovery. В настоящее время рынок недвижимости на Северном Кипре стремительно развивается. Регулярно выходят новые проекты на любой вкус и бюджет, и с каждым разом они все интереснее. Я с большим удовольствием снимаю для вас обзоры этих проектов и предлагаю лучший сервис в подборе недвижимости от нашей компании. Сегодняшний ролик будет о застройщике, который заслуженно входит в топ по качеству строительства. Мы его рекомендуем не только нашим клиентам, но и сами инвестируем в его проекты. Далее в видео вы узнаете все детали, а также получите эксклюзивные новости о новом проекте и его стартовых ценах. А это самая вкусная информация для наших инвесторов. Чтобы человек сам понимал, чего он хочет от виллы. Это очень важно. И что касается землетрясений, на Северном Кипре действительно большие... Запрещено строить высокоэтажки. Везде малоэтажки, 2 этажа максимум. То есть можно не переживать. Ну, покачается люстра. Должны налево и выйдем на них. Потому что не все застройщики здесь сделают утепление стен. То есть обычно цена растет с каждым годом так. И плюс из-за того, что она будет готовая. Но там цена почти одинаковая, но качество не то. Я проведу интервью с представителем застройщика касаемо самых волнующих вас вопросов о землетрясении, качестве строительства и привлекательных для вас предложений. Вам точно понравится сегодняшний застройщик. Оставайтесь со мной до конца видео, чтобы узнать все подробности. Приятного просмотра! Строительная компания Isatis Construction зашла на рынок недвижимости в 2015 году. Она осуществляет строительство вилл и апартаментов в городах Фамагуста и Зени-Боазичи. Isatis Construction довольно быстро стал лидирующим застройщиком на Северном Кипре, благодаря тому, что другие компании иногда игнорируют. Это высокое качество и требования к комфорту резидентов. Ее лозунг «Мы можем построить то, о чем вы мечтаете». Компания на должном уровне подходит не только к строительству, но и к своему обслуживанию и сервису. Огромная команда была создана для обеспечения комфорта и решения разных запросов клиента. Отдел постпродажных услуг предоставляет дизайнера, с которым вы создадите интерьер вашей будущей квартиры или виллы с учетом ваших пожеланий. Отдел аренды, соответственно, занимается рекламой и сдачей вашего объекта. Ключевое – обеспечить вас стабильной прибылью. В общем, отдельная управляющая компания будет вашей поддержкой здесь, независимо от того, вы отдаете апартаменты на сдачу или сами проживаете в них. Мы с вами обязательно изучим для примера готовый проект застройщика, а затем наглядно и детально рассмотрим, как идет строительство. Сейчас мы с вами гуляем по уже сданному проекту Sunrise. Он состоит из таунхаусов и вилл. Абсолютно все они уже давно проданы и заселены, и это видно. Вы только посмотрите, возле каждого дома стоит по несколько машин. Видно, что люди живут, и неудивительно, потому что, несмотря на то, что я бы сказала, инфраструктура скромная, это только бассейн и детские площадки, но, несмотря на это, комплекс очень уютный, зеленый, очень красивый. И, честно скажу, я бы и сама здесь жила. Следующий их проект Фиора также низкоэтажный, но по стилю немного отличается. И замечаете, бассейнов здесь больше. Долго на нем не останавливаемся, так как стройка хоть и началась относительно недавно, но при этом он уже полностью продан. Переходим к следующему, на этот раз по всем параметрам высококлассному проекту. Как видите, он уже на финальном этапе строительства. Одна его часть сдается уже этим летом. На нем я остановлюсь подробнее, потому что здесь для вас у нас есть хорошее предложение. Проект находится в Зени-Боазичи. Этот район привлекателен своим спокойствием, малоэтажным строительством и удобным расположением. Рядом есть частная школа и госпиталь известного холдинга Near East. Городская инфраструктура Фамагусты всего в 5-10 минутах езды на машине и столько же до популярного курорта Лонг-Бич. Но плюс Зени-Боазичи в том, что сам район развивается, и здесь тоже очень классный пляж. Он более чистый, немноголюдный, и здесь есть кафешки, отель, пляжные клубы и даже достопримечательности. В целом, про этот городок я могу снять отдельное видео. Напишите в комментариях, если вам это интересно. А пока давайте рассмотрим сам проект. Это современный жилой комплекс с инновационным ландшафтным дизайном.
Территория всегда будет поддерживаться зеленой, независимо от сезона года. Здесь высаживают взрослые деревья, чтобы первые резиденты сразу чувствовали себя уютно и наслаждались времяпровождением за чашечкой кофе на своей террасе или чтением книги у бассейна в окружении фруктовых деревьев и пальм. Инфраструктура внутри комплекса впечатляет. Уверенно можно сказать, что он идеален и для жизни, и для сдачи в аренду. Это относится и к последующим проектам застройщика. Только представьте, что все это у вас просто под рукой. Крытые и открытые бассейны, ресторан и бар, спа, детский клуб, супермаркет, теннисный корт, спортивный зал, парковая зона и обязательно круглосуточная охрана. Этот проект ближайшей готовности. Если вы искали именно такой вариант, то дождитесь нашей встречи с менеджером, и мы вам покажем один вариант, который остался здесь на продаже. А сейчас мы пообщаемся с владельцем одной из вилл этого проекта и узнаем, чем он руководствовался при выборе недвижимости и почему остановился именно на этом застройщике. Имран, привет! Здравствуйте. Я уже рассказала зрителям, что ты владеешь виллой в этом проекте, правильно? Да, да, правильно, вот. Расскажи нам, как ты подходил к выбору застройщика и на какие важные критерии обращал внимание? Но здесь больше всего ты смотришь, для чего ты покупаешь виллу. Ты для чего купил? Я, например, купил для себя, лично, чтобы жить с семьей. Поэтому, если так смотреть, еще у меня есть собака, чтобы был дворик для собаки и для семьи, и это должно быть именно в комплексе. Ну, отдельно стоящие тоже хорошо, когда участок есть, но когда комплекс, это больше, как сказать, охраняемая территория, зеленые площади, площадки и так далее. И для будущих детей тоже хорошо, чтобы был общий, так скажем, общая инфраструктура. После покупки как застройщик поддерживает с тобой связь, то есть управляющая Да, конечно, компания? мы всегда с ними на связи. И еще я у них взял дизайнерские услуги. То есть даже во время стадии стройки дизайнер со мной общается. То есть я поменял на самом деле полностью перепланировку виллы. Да. Да, здесь 4+1 на самом деле вилла. То есть 4 спальных и еще гостиная. Но здесь я поменял ее на 3 спальни и 1 гостиную. То есть я сделал больше комнату для, так скажем, зал я больше сделал, больше другие комнаты сделал, и плюс еще я кухню отделил. Здесь как стандартно идет американский стиль, если вы знаете, то есть это зал, совмещенный с кухней. Я просто отделил кухню от зала, чтобы была большая кухня. Мне нравится большая кухня и большой зал. Вот, поэтому я перепланировку сделал на 3+1. Здесь на самом деле вот была спальная комната. Я ее, здесь где-то около 20 квадратов. Но я ее перепланировку сделал на общую на кухню. Здесь у меня будет вся вот эта зона кухни. Здесь большие дверцы, здесь окно. По плану здесь была на самом деле тоже дверь, но мы попросили для меня его поменять и сделали большое окно. Здесь у нас маленькая комната для кладовки. Раньше здесь был этот санузел, потому что здесь 4+1, во всех комнатах была своя ванная и свой санузел. Ну, так как нас немного, поэтому нам этого не нужно. То есть кухня будет отдельно вот здесь? Да, вот это кухня. Например, если у тебя задерживается оплата, были такие ситуации или нет, как офис, управляющая компания на это реагирует? На самом деле на задержки оплаты бывает, да, конечно, у всех бывает. То есть в этом месяце ты не собрал достаточно суммы, откладывается на второй. Если ты нормально платишь и общаешься с застройщиком, то есть 2 месяца и так далее, то есть задержка, они это не учитывают, то есть не проблема. Главное информировать и остальные все свои рассрочки платить вовремя. То есть если ты вообще не платишь, ну, конечно, там уже начинается с ними проблемы. А так, если платишь всегда вовремя, иногда задержишься без никаких проблем. Все-таки, чтобы было честно, тоже спрошу, какие-то минусы, возможно, с чем ты столкнулся уже после продажи? Что-то было такое? Чего-то не сказали, а потом это вышло. Минусы, честно говоря, пока я не вижу, но
потому что она еще недостойна, но по и готовым виллам, то, что я у них вижу, минусов на самом деле нет. Здесь просто очень важно, чтобы человек сам понимал, чего он хочет от виллы, и какой ты делаешь перепланировку и дизайн, даже свой сад. То есть это очень важно. То есть, например, по проекту у нас есть бассейн на площади виллы, да? А я бассейн отменил, потому что этот бассейн мне на территории не нужен, честно. Бассейн есть здесь, несколько открыл бассейн, захотел, пошел, понырял, вернулся. Ну, бассейн тот, который у нас будет стоять 3×8, не больше. Во-первых, занимает большую площадь на территории. Во-вторых, сильно не поплаваешь. Только, так скажем, окунуться. Минусов пока не скажу ничего. Нету. Наоборот, плюсы. Какие плюсы? Например, плюсы в том, что от цены, да, отойду. Если эта вилла в то время стоила, когда я покупал, 300 тысяч фунтов, сейчас она уже стоит 450-500 как минимум, хоть и уже в стройке. Потому что цены выросли. То есть если сравнивать, еще тем более мы в рассрочку берем его, если сравнивать, что я в то время ее взял в рассрочку по той цене и нынешней, то в этом году мне бы чуть сложнее было бы даже купить ее за 500. Ну, это исходя от моего заработка, так скажем. Самый большой плюс вот это. А плюс еще в том, что нету уже больше таких комплексов. То есть, если я не купил бы в этом году же, например, в этом комплексе у нас ничего не осталось, кроме одного таунхауса, который уже стоит. Но плюс, пока она будет готова, все равно цена еще поднимется. Конечно, цена вырастет. Я и так с такими намерениями ее покупал. То есть цена, не только цена. То есть обычно цена растет с каждым годом, так. И плюс из-за того, что она будет готовая. И я скажу, у меня будет не простой пакет, у меня спецпакет, и у меня еще будет смарт-вилла. Я, то есть, умный дом делаю полностью. То есть в дальнейшем, даже если его захочу продать, то есть человек, который для себя будет брать, он моментально ее возьмет. Если так посмотрите, если вот так посмотреть, у меня где-то площадь около 400 квадратов земли. То есть вот эта вся территория пустая. И дальше же здесь уже еще можно придумать. Это здесь бассейн должен был быть? Бассейн должен был быть где-то вот здесь, в центре. Но просто я его отменил, он не нужен. Я лучше гараж себе сделаю какой-то закрытый. А почему ты выбрал именно Эскеле, не СНТП, не Гирны, вот ту сторону? Мне больше нравится то, что близость к городу. То есть выехал отсюда, Фамагуста, 5-10 минут. Эскеле тут, море, и из-за моря на самом деле. СНТП чуть-чуть скалистые, и больше всего это хорошо для взрослых, кто плавает глубоко. А здесь из-за того, что он песчаный, для детей и так далее, и близость к городу, и из-за работы, из-за больниц, чтобы все было в близости. Вот здесь зал большой, как вы видите. Здесь была кухня, мы ее просто убрали туда. Вот большой зал, просторный, чтобы и гостей принимать было комфортно. Вот, кстати, да, потому что не все застройщики здесь делают утепление стен. Это пенопласт, обычный пенопласт, который мы знаем. Но его не делают, так как он увеличивает стоимость во время стройки. Не из-за материала только увеличивает стоимость, потому что там пенопласт не очень дорогой. Просто здесь идет двойная работа, так как работник должен 2 раза класть кирпичи и 2 слоя, поэтому здесь качество лучше, но дороже идет как стройка. Но застройщик этим не остается, то есть на качество обращает внимание. То есть здесь соответствие цены и качества? Да, вот есть. Именно соответствие цены и качества. Есть очень много проектов, в других тоже мы смотрели, но там цена почти одинаковая, но качество не то. Лестничная площадка. Здесь можно и выбрать не бетон, а вот более современный модельный дизайн, который железо с деревом. Но из-за того, что я хотел еще тут какое-то пространство, я специально заказал, чтобы мне сделали бетон. Мне больше нравится бетонный, чем деревянный, да. И эта площадка тоже пустая. Здесь можно еще тоже сделать себе депо или шкафчик, или место для собаки. Это еще я не придумал до конца. И, кстати, с выходом на улицу сразу. Потолки, кстати, достаточно высокие.
вообще не давит на тебя. Это часто задаваемые вопросы тоже. Вот это мастер бедрум. Это основная спальня, ну, где я буду спать, так скажем. Эта часть полностью стеклянная будет. Здесь будет окно, чтобы свет тоже хорошо падал. А И это внутренний дизайн. санузел О, это самое интересное. и Это, гардероб, наверное. да. Это гардеробная. Да, такая вот. Это вот то, так. что нужно 100%. Да. И, кстати, я ее удлинил. То есть я чуть-чуть отодвинул ее вперед, так как здесь в комнате недостаточно места. Комната сама 25 квадратов чистых. Да, поэтому я чуть-чуть ее отодвинул, чтобы здесь... А здесь ванная, чтобы ванная тоже была чуть больше. Здесь душевая, здесь раковина, санузел, раковина и так далее. То есть я ее чуть-чуть удлинил, чтобы было комфортнее. Здесь терраса будет тоже так целиком стеклянная. То есть здесь выход на террасу. Пройдемте, я вам покажу. Здесь у нас будет ванная. Здесь не душа-кабина, а здесь ванная. Вот это я хотела спросить. Да, ванная. Туда, например, тоже можно влазить, но ванна одна достаточно. Специально здесь тоже удлинили, стенку чуть отодвинули на сторону другой комнаты, чтобы здесь больше было места. Здесь ванная и прачечная тоже будет тут. Вот здесь, так скажем, а-ля детская комнатка. Где-то она по размерам 19 квадратов. Здесь детская комната, и она тоже достаточно для ребенка, Да, так по скажем. месту, по площади Чтобы было нормально. удобно. И кровать, и стол, и большой шкаф. Вот это самая интересная комнатка. Рассказывай. Это комната для работы, чисто для меня. Офис. Да, это офис. Но я работаю больше всего за компьютером, так скажем. Это комната для меня. И комната можно считать как для отдыха, как для этого, и как для работы, да. Ну, Здесь будет естественно, PlayStation. Не только, да, я люблю играть в футбол. Не только. Здесь у нас планируется большой шкафчик, большой полностью. Ну, здесь около, вот так, 5 метров. То есть эта комната тоже где-то около 22 квадратов. Полностью я вот так ее закрываю, делаю большой шкаф. Ну, может быть, сюда, дизайнер сейчас мы с ним решаем. А остальное место для рабочего пространства, так скажем, и для отдыха. Кстати, крыша еще это самый большой плюс виллы. Так как сама квадратура виллы большая, 220 квадратов, и терраса, естественно, тоже огромная. Это вся терраса. То есть здесь можно даже в дальнейшем перголу мы здесь называем. То есть навес сделать навес. и стол поставить, либо лежаки и еще сидеть тут. Она все равно будет полностью ограждена стеклом. То есть Стеклом сделаешь, да? Да, да. Это все равно это застройщик сам делает это. То есть у них один дизайн, то есть фасад все равно мы не меняем, не можем менять. Да, да. Но красота и так далее, вот именно что дизайн самой виллы завораживающий. Ну, естественно, в дальнейшем здесь можно поставить солнечные панели, если хочешь. То есть это после окончания стройки делаешь запрос государству, есть определенное количество панелей, которые разрешено. Можно, я поставлю сам тоже. Солнечную панель ставишь, и все, вопрос с электричеством тоже закрыт. То есть здесь и так около 300 солнечных дней, и, может быть, иногда даже больше. Больше. Да, некоторые говорят 360, 330, 320, ничего не определяется. Год на год не приходится. так Да. что- Но достаточно солнца, чтобы производить электричество. Кстати, вот наши клиенты из Литвы говорили, что они в Литве ставят солнечные панели. Я спрашиваю, у вас зимой солнца практически вообще нет? То есть там 3 дня за полгода солнце. Да, Но, да, да. то есть все равно оно же проходит, попадает. То есть здесь это в любом Здесь случае более выгодно. достаточно будет. Даже, Да. я думаю, больше будет энергию вырабатывать, чем расходовать. Дальше увидим. Вот эти тоже виллы везде. Это полностью еще плюс, почему я тут взял, потому что тут запрещено строить высокоэтажки. Везде малоэтажки, 2 этажа максимум по законодательству. Если вы заметите даже по горизонту,
вы не увидите здания. Все виллы. Да, видно виллы. И соседние проекты Да. тоже. Все понятно. Спасибо большое, Всё, что вам спасибо. согласился на встречу, рассказал всю информацию. Приходите, когда будет готово. Ждем новоселья. Все, спасибо большое. Пока. До свидания. Пришло время встретиться с представителями застройщика и узнать ответы на все вопросы, а также получить первыми информацию о новом проекте. Знакомьтесь, это Анна, представитель компании Satis. Здравствуйте. Я уже представила эту компанию. Теперь мы бы хотели от вас услышать, чем вы отличаетесь от других застройщиков и почему стоит инвестировать именно в ваши проекты. Так, отличий много. Я бы хотела начать с локаций. То есть наши проекты мы строим в основном в наиболее удачных локациях Северного Кипра. То есть это южное побережье Северного Кипра, это песчаные пляжи и это места, где действительно уже есть вся инфраструктура. То есть ни наших инвесторов, ни клиентов мы не привозим на поле и не говорим там, здесь когда-нибудь будет магазин, здесь когда-то будет школа, когда-то здесь будет детский сад, и пляж мы тоже когда-нибудь навезем песка и построим. То есть мы строим в уже развитой зоне, в уже хороших локациях, которые являются как конкурентны на рынке перепродажи, на рынке аренды, так они являются очень комфортными именно для жизни. И также у нашей компании есть много преимуществ по сравнению с другими застройщиками, где бы то это ни было, которые мы предлагаем нашим покупателям и которые уже включены в стоимость квартир, которые они покупают. То есть первое – это качество строительства, то есть наш объект отличается высоким качеством строительства. Мы строим из действительно хороших материалов. Мы действительно одни из немногих, не дадут соврать на Северном Кипре, кто прокладывает шум и теплоизоляцию в стенах, хоть у нас здесь нет мороза, но мы делаем это для защиты приватности именно наших резидентов комплекса. И также мы закладываем высокие стандарты первичной отделки. То есть, допустим, теплые полы у нас уже включены в стоимость квартиры, не требуется дополнительной платы за их установку, и это также объект делает более рентабельным на рынке, то есть инвестор, допустим, либо клиент, который берет для себя и потом решает перепродать, сдать, он уже может диктовать свои условия на рынке, имея какие-то дополнительные опции в своих квартирах. Также в наши квартиры мы включаем систему центрального отопления, то есть инфраструктуру под отопление, и в любой момент клиент может заказать радиаторы и, соответственно, иметь отопление, что тоже очень мало кто предлагает. Да, вот это, кстати, очень хорошо, потому что немногие застройщики действительно это могут предложить. И в принципе здесь как принято на юге мы не монтируем отопление, но мы считаем это важным, к тому же у нас приезжает много людей из стран более северных, где они привыкли, соответственно, что если у них температура понижается там буквально до 10-12 градусов, они могут включить обогрев. И мы оставляем для них возможность это топиться кондиционером, либо можно топиться полноценным отоплением, как они привыкли к этому у себя на родине. И также мы делаем много вещей, которые не делают другие застройщики. И также все наши комплексы сдаются уже полностью с готовой инфраструктурой. То есть не все застройщики строят комплексы, уже оборудованные всем необходимым со своей территорией с инфраструктурой. Мы строим наши комплексы в формате небольших поселков с огороженной территорией, со своей инфраструктурой и, соответственно, с озеленением. И озеленение мы делаем взрослыми деревьями, то есть мы заботимся о том, чтобы комплекс был вечно зеленым, как можно видеть на примере наших уже сданных комплексов, то есть, допустим, тот же Sunrise, туда приедешь, везде поле желтое выжженное, как если это июль-август, то там, соответственно, богатое, хорошее озеленение. Да, в проекте очень красиво, мы там уже были, и мы туда попали, можно сказать, нелегально, потому что на самом деле просто человек просто так не зайдет и на машине не заедет. Ни шлагбаум не поднялся, мы уже объехали другими путями, все равно везде все закрыто, и приватность есть. То есть мы Это сохраняем важно. приватность как на территории, так, допустим, мы заботимся о приватности граждан даже у себя в апартаментах, то есть мы делаем, допустим, капитальные перегородки между террасами. То есть с балконом соседа вы не сообщаетесь, у вас полностью даже зона, которая выходит на улицу, ваша терраса, она отделена от ваших соседей. То есть это также важно для людей, которые берут для себя, для жизни, и для инвесторов это имеет большое значение, так как люди, которые берут на перепродажу, на инвестиции, они берут в основном для себя, и для них эти вещи будут действительно определяющими, такие как теплые полы, отопление, приватность, шумо-теплоизоляция и также стандарты первичной отделки. То есть, допустим, сравнивая с
застройщиками на Северном Кипре. Мы одни из немногих, кто предлагает именно в первичной отделке, допустим, основательные железные стальные двери. То есть мы делаем кухни с доводчиками, мы делаем каменные рабочие поверхности. Если это двухэтажные апартаменты, если это виллы, мы делаем ступени из натурального камня, из натурального мрамора. И также, если мы делаем, допустим, квартиры на граунд-этаже, которым принадлежит часть сада, вот мы увидим это в новом проекте, что у нас есть, то сад также озеленяется, мы ставим перегородки живые от инфраструктуры, от соседей, то есть это опять же идет охранение приватности от других жителей комплекса. То есть я считаю, что это довольно большие плюсы, которые мало кто может предложить на Северном Кипре, и что делает нас действительно уникальными. И еще хотела бы упомянуть, мы делаем действительно большие площади в наших квартирах. То есть вообще, в принципе, на Кипре есть такое понятие, как тотал площадь. Это то, что вместе со стенами, с скрытыми террасами и жилая. Мы раскрываем и те, то есть если мы берем, допустим, на примере квартир 1+1, которые у нас есть сейчас в продаже, у них жилая площадь, то, что внутри стен, это 67 квадратных метров, то есть это большое помещение. И то, что тотал идет вместе со стенами, с террасами, это 101 квадратный метр. То есть это однокомнатные квартиры с большими комнатами и с большими гостиными. Это то, что отличает нас также выгодно на Северном Кипре, и что делает нас, в принципе, одним из уникальных застройщиков, предлагающих эксклюзивные объекты. Ну и также большой плюс конкретно для инвесторов на перепродажу, на аренду, это то, что мы делаем малонаселенные комплексы. Мы делаем комплексы там максимум на 100-150 квартир, то есть, допустим, таких же квартир в этом комплексе такого же типа с планировкой, с инфраструктурой, в принципе, гораздо меньше, чем сравнивать с комплексами, где там по 500, по 600 квартир. То есть и на реселе, и на аренде инвестор имеет гораздо меньшее количество конкурентов в той же нише, в которой он находится. Актуальный вопрос сейчас, особенно после землетрясения, это как вы получаете разрешение на стройку, какие законы, какие нормы должны быть соблюдены? Все разрешения на строительство наших зданий мы получаем до начала проектирования, в принципе, здания, и тем более до начала там, старта продаж, до начала анонсирования проекта. Все земли у нас покупаются с обменным титулом, то есть это совершенно легальные земли, которые при каких-то там условиях, которые могут быть, они останутся всегда в безопасности, они останутся защищенными законом. И также разрешение на строительство на Северном Кипре получается всегда на конкретное количество этажности зданий. То есть, допустим, у нас есть новый проект, он недалеко от моря, он у нас содержит в себе 10 этажей. Разрешение на строительство здания получено конкретно на 10 этажей, или, допустим, если двухэтажный, то там конкретно на двухэтажку разрешение на строительство. То есть то, что я всегда говорю нашим клиентам, у них есть терраса на крыше на втором этаже, они могут с ней делать все, что угодно, но они не могут построить там второй, третий этаж. То есть как у нас бывает там, в Сочи на Гараже строят пятиэтажку, здесь так нельзя, потому что мы действительно, как бы это остров, и законы здесь должны соблюдаться, потому что тут как бы никуда от них не скроешься. И что касается землетрясений, на Северном Кипре действительно большие требования предлагаются к сейсмоустойчивости зданий. Ну и мы, соответственно, соответствуем всем этим требованиям. Если это высотное здание, то есть десятиэтажка, мы строим ее по системе гибкого здания. То есть как это строится в Сингапуре, как это делается в Дубае. То есть внизу кладется подушка, которая обеспечивает такое небольшое пружинение здания. И в опалубке закладываются тонкие гибкие штыри. И если идет какая-то волна землетрясения, то есть здание на себя перенимает эту волну, чуть-чуть качается, проводит ее через себя и стоит твердо на ногах. То есть во время землетрясения, почему у нас рушится здание? Потому что вот стоит здание, вот идет волна, то есть здание совершенно ей сопротивляется, стоит столбом, и, соответственно, от этого происходит трение стен друг к другу относительно, и здание рушится. То есть наше здание пропускает через себя волну, ну, как говорится, покачается люстра, но зато у нас останется целым здание невредимым, как оно и было до каких-то сейсмоситуаций. Это в новом проекте будет такая Да, в новом проекте система. Infinity как раз 10-этажное здание, то есть мы его строим по всем нормам сейсмоустойчивости, то есть можно не переживать. Ну, покачается люстра, но это так небольшой Люстра это уже привычно. Небольшой аттракцион, да, не так часто у нас бывает землетрясение, зато это обеспечивает полностью безопасность жителей здания. И что касается материалов строительства, то есть, как я уже говорила, мы строим из кирпича, в принципе, также не все на острове это делают, кто-то строит из газобетона, мы газобетон не любим, он является такой своеобразной губкой, зимой дожди он в себя его вобрал, у нас лето стало сухо, он его отдал,
трещины на штукатурке, всякие проблемы с плесенью. То есть нам это не надо, мы остаемся с нашими клиентами как управляющая компания, то есть все проблемы, которые у них возникнут через год, все равно останутся за нами. Поэтому лучше мы немножечко потратимся на материалах и потом, соответственно, сэкономим на обслуживании. Здесь мы можем увидеть именно такой, как бутерброд, строятся наши стены. То есть это 2 слоя кирпича, и между ними мы кладем 5-сантиметровую плиту из шумотеплоизоляции. Дальше это с 2 сторон шуба из штукатурки, краска, и то есть за счет этого обеспечивается своеобразный эффект термоса в жилом здании. Если это лето, то у нас не так жарко, мы утром не восстаем, как в каком-то пекле. И если это зима, мы нагрели помещение, у нас через 3-4 минуты уже не улетучилось все это тепло. И из материалов, которые мы кладем на стены, на пол, я как раз продемонстрирую. То есть на пол мы кладем качественную крупнокалиберную плитку. Также ее дизайн, там цвет может обсуждаться на этапе постпродажного обслуживания. Стены мы покрываем белой влагоустойчивой краской. Она как сразу после заселения может использоваться с любыми дизайнерскими решениями, так она может и оставаться такой, как она есть. Она хорошо моется, не пачкается, ее можно всегда закрасить, перекрасить. И, как мы уже говорили, мы делаем кухни с столешницами из натурального мрамора, из искусственного, можно я переделаю? И, как мы уже говорили, столешницы в кухне мы делаем искусственный камень, кухонные шкафы встроенные. И искусственный камень хорош тем, что мы там порежем без ножа какие-то продукты, и у нас, соответственно, не останется там напоминания. Это очень удобно. Да. Вот. И также сантехнику мы монтируем под рабочую поверхность, то есть смахнул, ушел, забыл. В принципе, также очень легко в эксплуатации, в обслуживании и, в принципе, в поддержании гигиены на кухне. И санузлы мы все сдаем готовыми под ключ, и в санузлах мы делаем на выбор человеку. То есть у нас на Кипре, как привыкли, вентиляция в санузлах, это открыл, закрыл окно. Это не всегда удобно, это не всегда комфортно. Мне вообще не очень нравится эта система, это холодно. Мы делаем как центральную вентиляцию в шахту, то есть оставляем возможность пассивной циркуляции воздуха в санузле всегда и включение ее на турборежим для дополнительного обдува. И также, если это наружный санузел, вот прекрасное окошечко у нас остается. Кому-то, если очень нравится, можно им также пользоваться. То есть это дополнительный комфорт, дополнительный выбор для жителей. Ну и, соответственно, теплые полы также обеспечивают постоянное поддержание сухости в ванной комнате, в санузле. И что касается техники, сантехники, что в принципе закладывается, мы сдаем санузлы под ключ, и мы не оставляем вот такой пластиковый поддончик, где вы потом занавесочку ищете с дельфинами, где купить. Мы ставим стеклянные либо пластиковые перегородки в душе, то есть это уже полностью готовы к эксплуатации единицы недвижимости. Стеклянные или пластиковые от чего зависит? Стеклянная входит в стандарт? Стеклянная входит в стандарт. В Орчарде, который у нас сейчас уже сдается, то есть он строился у нас 1,5-2 года назад, это были пластиковые. В новых 2 проектах мы ввели стеклянные перегородки. То есть мы все равно идем также вслед за рынком, появляются новые возможности, мы их, соответственно, реализуем. То, что я как раз говорила, что с каждым новым проектом что-то новое в инфраструктуре, в удобствах, в отделке, всегда что-то новое в ногу со временем. Ну, да. То есть и мы как бы ориентируемся на запрос клиента. Если брать Орчард, у нас не было теплых полов в санузлах. То есть клиенты приходили, много кто заказывал теплые полы за дополнительную плату, и мы выяснили, что как бы это действительно актуальный вопрос, который стоит прям ребром, и, соответственно, в новых проектах мы ввели теплые полы уже в наш стандарт. Но в Орчарде нету еще. В Орчарде еще нет, да. Вот. Это то, что касается материалов, как мы делаем и из чего мы делаем. А еще один вопрос: гарантия на внешнюю отделку, на стены, внутреннюю отделку. Смотрите, как это происходит. То есть выдача ключей, мы идем, клиент, идет работник авторсейла, который непосредственно осуществляет выдачу ключей, и мы идем с вот таким вот листом. И в этом листе клиент смотрит, там стена мне не нравится, что-то здесь не так, что-то здесь не так доделано. Мы все это отмечаем в листе, клиент расписывается сотрудник, и у нашей компании есть еще месяц на устранение всех каких-то недостатков, которые были выяснены на моменте даты выдачи ключей. То есть, соответственно, это то, что происходит сразу после выдачи ключей. Ну и после мы остаемся как управляющая компания, то есть периодический уход за фасадами здания, за инфраструктурой также осуществляется за нами. И у нас также отдел мейтенанса существует, то есть если какие-то проблемы в доме, если нужно что-то починить, поменять, можно всегда туда обратиться, либо это будет включено, то есть проблема от компании, либо если там человек что-то у себя сломал, он также может обратиться и через нас за дополнительную плату починить какие-то вещи у себя в доме. То есть не искать по острову, где он
найдет себе мастера. К примеру, такое бывает в основном, конечно, в высотках и не такого, наверное, качественного строительства, но все равно спрошу. Дается год на усадку здания, если какие-то трещины появляются на стенах, в покраске. Ну, то есть в течение года застройщик сам за свой счет исправляет. У вас такое может быть, и если да, то вы как бы тоже это исправляете. Смотрите, до сегодняшнего дня у нас такого не было, то есть таких прецедентов. Ну, то есть, естественно, если это какие-то проблемы вторичной штукатурки, которые действительно зависят от строительства, то есть в чем была наша, допустим, какая-то ошибка, то, естественно, мы это устраняем. Если там не человек пошел себе, там ни карандашом не разрисовал стены, естественно, то есть мы занимаемся этим. Расскажите нам, что осталось на продаже в этом проекте в Orchard, информацию о Элизиуме следующем. Насколько я знаю, он будет продолжаться, Да. правда? Вот. И потом мы, наконец, уже дойдем до нового проекта. Вот. По Орчарду. Орчард у нас разделен на две части. То есть, когда мы начинали его строить, у нас была куплена земля, мы, соответственно, сделали план проекта, продали, и он у нас как-то очень быстро продался. И поэтому мы докупили еще землю и продлили проект. Соответственно, он сдается у нас в два этапа. И первый этап Орчарда у нас сдается уже этим летом, то есть начиная с июня люди будут получать ключи. И у нас остался там только один объект, то есть он на перепродажу от инвестора. И я сейчас про него расскажу. Объект это таунхаус, то есть вот он, площадь таунхаусов, здесь их стоит несколько, они имеют соседей с правой и с левой стороны, и спереди и сзади они имеют свою небольшую площадь территории, то есть сад, отделенный зелеными насаждениями от соседей, от инфраструктуры. Они имеют свой выход к бассейну через калиточку камнем высланную, и это действительно большой дом, то есть это 3+1 с 3 санузлами и дополнительной террасой на крыше. И сейчас я покажу, как он выглядит у нас при дневном свете, как он выглядит спереди, сзади. То есть вот эта сторона этих вилл, которая обращена к инфраструктуре. У них имеется терраса с выходом на зеленую зону в сад и также два балкончика из каждой спальни наверху. И плюс этому идет терраса на крыше. Терраса на крыше 88 квадратных метров, она большая. И на ней уже установлена барбекю-печь. То есть вот буквально вчера я там была, там уже установлена барбекю-печь. Клиенты уже хотели с углями приезжать. Вот. И, соответственно, они смотрят на инфраструктуру, на бассейн. И вилла, которая сейчас на продаже, это Берри 9, она имеет очень хорошее, удачное положение. Она является второй от края, и она вот смотрит непосредственно на бассейн, на инфраструктуру, не на соседние здания, не кому-то в окна друг другу помахать рукой. То есть у нее очень выгодное положение. И с задней стороны она имеет свое собственное парковочное место рядом с входной группой. То есть вот они разделены таунхаусы, и у каждого имеется свое парковочное место около своей виллы. И я сейчас расскажу по планировке, как они у нас и что они из себя, соответственно, представляют. То есть с левой стороны мы можем увидеть планировку первого этажа, то есть граунд, как на Кипре привыкли говорить. Внизу это огромная жилая комната, это 46 квадратных метров с зоной кухни, с зоной гостиной, и там стоит камин. Это современный камин, он топится на дровах, то есть на натуральном дереве, но он имеет стеклянную дверь, ее можно закрыть, и, соответственно, никто своими руками туда не полезет, если у кого-то есть дети. То есть у меня была клиентка, у нее 3-летний ребенок, она говорит, хочу, чтобы не лез пальцами туда. Я говорю, прекрасная дверь, она закроет. И также кухня у нас немножечко зонирована. Здесь, если мы можем видеть на плане, она вот так вот стоит буквой «Г». Сейчас в вилле уже установлена кухня, и она идет вот так вот П-образно. То есть это очень удобно, это еще лучше, когда кухонное пространство немножечко зонировано от гостиной комнаты. Вот. И также это большой просторный коридор с гостевым санузлом на первом этаже. И на втором этаже располагается 3 больших спальных комнаты. То есть одна из них, вот, которая 13,6, она поменьше, но в ней есть 2 больших плюса. Первый, у нее свой собственный приватный балкон, а второе, это чудо техники, это вывод на стене от каминной трубы отверстие. То есть если топится камин, то тепло из камина будет в эту комнату также проникать. То есть большинство клиентов, которые были на эти виллы Берри, они делали эту комнату как детскую, то есть с дополнительным обогревом, если им будет это необходимо. И также есть еще одна спальня, она со своим собственным балконом также, он смотрит уже на инфраструктуру. И большая так называемая хозяйская спальня 15,8 квадратных метров со своим собственным приватным санузлом. И также здесь есть еще один санузел на втором этаже с доступом из всех помещений. И большой плюс, к чему мы не привыкли, а на Кипре это привычно,
у нас есть стиральный шкаф. То есть у нас машина не тарахтит на кухне, она не идет на взлет в санузле. То есть у нас отдельно выделенное место, куда поставится стиральная машина, куда можно поставить корзину с грязным бельем и выставку-продажу перед своими гостями не устраивать Это всего очень этого. продуманно, да, То есть классно. это удобно, это действительно хорошо. И вилла эта осталась у нас одна, она сдается уже в июле этого года. То есть там идут прям завершающие работы. И учитывая там то, что это буквально готовое жилье, на него действуют условия рассрочки, то есть минимальные, не такие, как на все наши объекты, которые сдаются дальше. То есть здесь 50% оплачивается в первый месяц, то есть если, допустим, она берется у нас в мае, до июня мы должны оплатить 50%, и оставшиеся 50% до даты выдачи ключей. То есть, соответственно, к дате выдачи ключей полностью недвижимость должна быть оплачена до 100%. Ну и, соответственно, условия перепродажи на нее действуют стандартные, учитывая, что вы 100% оплатили, вы можете кому угодно в любой момент продавать эту виллу и через нас также, потому что 100% оплачено, и ее можно в следующий раз пересдавать, перепродавать уже через нас. Вот. Это то, что касается Орчарда. Орчард – это на данный момент один из самых наших больших комплексов, то есть это большая территория огороженная со всей инфраструктурой, с ресторанами, со спортивными залами, несколько бассейнов, крытый бассейн, сауна, хамам. И у нас на него 256 объектов жилой недвижимости. То есть, опять же, в своем роде это также уникальный проект. У нас здесь есть и виллы, и таунхаусы, и блоки квартир максимальной этажностью 2 этажа. То есть похожих также не так уж и много. А инфраструктура будет тоже этим летом? Инфраструктура в первой очереди она будет этим летом. То есть они разделены как бы наполовину. И инфраструктура для объектов, которые сдаются летом, она также готова. То есть там уже готов бассейн, его осталось водой наполнить, там готова сауна, готов хамам, буквально вчера его деревом убивали сауну. Внутренний бассейн, подогреваемый зимний, с панорамными окнами красивыми, также уже готов. И помещение под спортивный зал также готов. И мы сейчас вот напротив нашего офиса достраиваем магазин, в котором будут коммерческие помещения, в котором будут продовольственные магазины. И я думаю, что тоже в течение нескольких месяцев он сдастся. И хотела сказать также большой плюс про коммерцию. Мы коммерческие помещения сдаем, не продаем. То есть всегда под нашим комплексом это остается под контролем, кто у нас открывается на территории комплекса и что происходит. То есть вы себе не купите квартиру около спа-комплекса, а потом окажетесь около пивной. То есть мы стараемся предусмотреть все эти варианты. Стоимость. Самый важный вопрос – стоимость этого апартамента. Стоимость этой виллы 360 тысяч фунтов. То есть она стоит 360 тысяч фунтов, соответственно, 130 в первый месяц и 130 до ключей. Ну, это действительно большое помещение, это как отдельный дом, только рядом у тебя есть соседи, у тебя своя территория впереди, своя сзади. Но опять же, вот на террасе, да, это то, что вы говорили, перегорожено между соседями. вот то есть можно выйти попить кофе, не переживать, что кто-то на тебя смотрит или слушает. Или слушает, или ты слушаешь у себя одежду и оценивает ее своим пристальным взглядом твой сосед. То есть они отделены кирпичной перегородкой, и на каждую террасу выведен кран с водой. То есть вы пошли в бассейн, искупались, вернулись, у вас ноги в траве, вы их помыли на своей террасе и зашли уже домой совершенно готовым, как будто ничего и не было. Это то, что есть сейчас, это Берри 9 у нас на продаже. Вот. И сейчас я тогда расскажу про наш комплекс Элизиум, которым мы открыли продажи примерно 2-3 месяца назад. То есть там у нас осталось не так много объектов, я расскажу, что из них есть. И перейдем дальше уже к самому интересному, к новому комплексу, который только открылся. Вот 2-3 месяца назад вышел, но уже практически ничего не осталось на продаже. Виллы вышли раньше. Вот. И что касается нашего нового проекта Элизиум, сначала расскажу по локации. Находится он в 850 метрах от моря по прямой. И здесь же рядом у нас начинается наш знаменитый пляж Лонг-Бич, то есть это зеленые прогулочные зоны. Это хорошо оборудованный пляж со всеми лежаками, со всем необходимым. Ну и рядышком, если поближе, кому хочется уединений, кому не нужна инфраструктура, можно искупаться на диком пляже. Здесь территория запрещенная к строительству, то есть она в плане развития Искеле указана именно как зеленая зона. И комплекс в небольшом отдалении, то есть это деревня Атюкен, по прямой, прям до захода в море на оборудованном пляже с лежаками, это 100 километров. 13 минут мы засекали, прогуливались, даже купались уже. Вот. И здесь находится наш комплекс, то есть это можно пройтись до моря, а также в летнее время от него будет курсировать шаттл-бас до центрального пляжа на Лонг-Бич и обратно. То есть при необходимости, если кому-то усталость гуляться, можно, в принципе, проехаться туда-назад
и не переживать, не нагружать свои Да, ноги на особенно отдыхе. если с детьми, потому что вроде расстояние небольшое, но постоянно клиенты Да, спрашивают, да. есть ли трансфер. Ну, потому что если кто-то там приезжает с 3 детьми, ты пока с ними Да, дойдешь, ты уже конечно. не захочешь ни купаться, ни отдыхать, в принципе, захочется вернуться обратно домой. Вот. И поэтому как бы мы стараемся предусматривать все эти вещи тоже. И сейчас я расскажу, из чего он будет состоять. Комплекс, опять же, в нашей привычной концепции, то есть это огороженная территория. Здесь малонаселенный комплекс, всего лишь 124 объекта жилой недвижимости на комплекс, на всю инфраструктуру. И в инфраструктуру входят 3 взрослых бассейна, 1 детский бассейн с аквазоной. То есть я сразу говорю, мы не обещаем аквапарк, это именно горки для детей. Вот. Также в инфраструктуру входит детская площадка, и мы вынесли ее немножечко за пределы жилых зданий, то есть чтобы и детям было комфортно, им не говорили все время потише, и чтобы людям, которые у себя на террасе собрались попить кофе, не мешал какой-то шум от детской площадки. Также в инфраструктуру входит ресторан полноценный, где можно поужинать, пообедать, и зона кофешопа, где можно взять кофе, пройтись до пляжа, проехаться до пляжа, либо остаться у бассейна, соответственно. И также это внутренний подогреваемый бассейн, который круглогодично работает. То есть можно приехать зимой, прогуляться, посмотреть на море и искупаться в теплой воде в бассейне. И также это зона сауны, хамама, спортивный зал со всем оборудованием и большой супермаркет, где также будут коммерческие помещения и магазин, где можно будет купить все необходимое для жизни. То есть, соответственно, приезжая сюда, пожалуйста, в ресторане пообедали, захотели приготовить, купили, приготовили здесь. То есть мы стараемся строить такой своеобразной концепции город в городе, где у людей было бы все необходимое для жизни. И парковочные места у нас сделаны по периметру для апартаментов, и входные группы зданий развернуты к парковкам. То есть сразу выйдя из своей машины, если у тебя тяжелые пакеты, ты сразу зашел в свой подъезд. Все террасы напротив же развернуты к инфраструктуре. То есть сидя у себя на террасе, ты не смотришь, как паркуется сосед, а ты смотришь, как в бассейне все веселятся, либо как кто-то гуляет на прогулочных дорожках. Комплекс состоит зрительно из 3 таких стадий. Первое – это 4 отдельно стоящие виллы и 5 таунхаусов. Здесь у нас на продажу остался только вот один таунхаус 4Б, прекрасный таунхаус, прекрасный сосед там, которого я знаю. Вот. И у них есть бассейн, зеленые прогулочные зоны, и у каждого есть свое собственное парковочное место. Дальше это блоки апартаментов. Здесь блоки двухэтажных апартаментов, развернутых к бассейну. Мы на них не задержимся, их уже нет в продаже. И в продаже остались квартиры в двухэтажных блоках, вот они А, Б, С, Д. Здесь остались еще несколько квартир в продажу, и это также двухэтажные блоки, террасы которых развернуты к бассейну. Хоть комплекс у нас и состоит из таких 3 отдельных частей, он сдается весь единой очередью в одну дату. То есть, допустим, Орчард мы сдаем в 2 стадии, потому что мы докупали землю. Здесь весь комплекс сдается одной датой, одним сроком. То есть ключи люди получат все вместе, и вся инфраструктура будет готова. То есть никто не останется жить на стройке, соответственно. Да, это хорошо. Это также очень удобно и хорошо. И большой плюс в инфраструктуре, которую мы не увидим глазом, зайдем, мы его не заметим, но он есть, это электрогенератор. Электрогенератор в комплексе, к которому будут, соответственно, подключены все квартиры. Это у нас такой актуальный вопрос. Иногда случаются какие-то перебои с электричеством, там на 10, на 15 минут, на 30. Ну, никому не хочется в летнее время остаться без кондиционера. Ты готовишь какой-то там суп, он у тебя уже стоит, это уже не то. Если ты прерываешься в его готовке, может, у тебя и желание потом не появится. И очень много людей, которые работают онлайн. Да, и работа Это онлайн, важно. действительно, это зависит от электричества, от интернета. То есть, соответственно, в этом комплексе люди будут всегда обеспечены электроэнергией, несмотря на какие-то внешние перебои. И также здесь организована центральная система подачи воды по карточной системе. И если вдруг когда-то случится какая-то авария на путях, уже мы, как управляющая компания, подгоняем машины, заполняем цистерну, и люди из своих кранов получают воду, как будто ничего и не произошло. То есть мы стараемся минимизировать нагрузку на людей, которая, в принципе, не должна на их плечи ложиться, если они себе берут апартаменты там, в каком-то там райском месте на берегу моря. То есть мы стараемся, чтобы они не думали об этом, а думали о том, как им отдохнуть, как им жить и все остальное. И также вся инфраструктура у нас здесь сделана также именно для этого. Если это живешь, у тебя всегда в шаговой доступности. И опять же, если это инвестор, он берет под аренду, никому не хочется просыпаться в 9 утра, и у тебя там миллион сообщений в WhatsApp, где мне купить продукты, почему у меня нет электричества и где вообще что находится. Ну и еще один плюс добавлю от себя. Когда ты приезжаешь, допустим, там на неделю, на 2, не хочется пересаживаться на праворульную машину,
брать ее в аренду и то есть облагать себя какими-то дополнительными сложностями. И поэтому в комплексе можно воспользоваться всей инфраструктурой, до пляжа доехать на шаттл-басе, либо дойти, и в принципе не брать в аренду никакие средства передвижения, если там приезжаешь на 2 недели или на месяц. То есть это всегда будет удобно. И как выглядят наши апартаменты, где сейчас есть квартиры на продажу? Это блоки двухэтажных зданий. Они, как и всегда, у нас огорожены террасой перегородками от друг друга. И на первом этаже это стандартные одноэтажные квартиры. На втором этаже это квартиры типа лофт. То есть это двухэтажные квартиры с большим светом. Вот он, детский бассейн. У нас горочка или одна будет. То есть, опять же, не аквапарк, но для детей, чтобы родителям не нужно было вот все свое внимание концентрировать на этих детях, Да. которые катаются на этих огромных опасных горках. И каждая квартира наверху, то есть лофт, имеет свою собственную террасу на крыше. Так они зонированы от соседей, и там можно установить барбекю, можно поставить джакузи, можно поставить бассейн и использовать как угодно без капитального строительства. Ну, то есть без второго, третьего этажа, соответственно. Но- Можно поставить навес, перголу. Барбекю это уже дополнительно будет? Да, здесь дополнительно барбекю печь. Ну, можно какую-то электрическую поставить. То есть вода и электричество подведены на террасу. Можно ее реализовывать прямо по своему усмотрению, как бы не хотелось. И из квартир, которые у нас здесь остались, у нас есть квартиры на первых этажах. Это квартиры типа 1+1 и 2+1. И сейчас я покажу прямо на картинке, как они у нас выглядят и где мы их можем найти. Вот так у нас выглядит квартира 1+1. У них хорошие просторные террасы, 24 квадратных метра. Это на граунд-флоре. Туда также подведена вода. Они выходят непосредственно на бассейн, на зеленые зоны. Квартира 1+1 также у нас большие по площади, это 67 квадратных метров жилая. И они стоят в комплексе, которые остались, 162, самая бюджетная квартира. Она вот не прямо в бассейн упирается, а она здесь немножечко на зеленую зону. И есть квартира, которая прямо непосредственно у бассейна, она 166 тысяч стоит. Ну, это ценообразование Северного Кипра, да. Да, есть такое. Да. И также у нас есть квартиры 2+1, самая бюджетная, смотрящая опять же на зеленую зону, 200 тысяч. Самая дорогая, которая там есть, 2+1, это 204 тысячи, смотрящая непосредственно на бассейн. И в продаже у нас остались одна квартира лофт 2+1. Вот здесь мы ее можем увидеть. У нее свой большой балкон. Здесь у нас комната, и здесь одна приватная комната на балконе мезонини. Я покажу по плану. И здесь своя собственная терраса на крыше, 70 квадратных метров. И у нас есть квартира 3+1, 3 штуки остались в этом комплексе. Это прям большие помещения по 130 жилой площади. Вот они у нас боковыми являются. У них своя собственная терраса на крыше, 70 квадратов, плюс балкон из жилой комнаты, плюс свой маленький балкончик приватный для комнаты на балконе мезонини. Сейчас я покажу, как это выглядит по планировкам. Вот они, стандартные одноэтажные квартиры 1+1 и 2+1. То есть на блок у нас является 2 квартиры 1+1, 2 квартиры 2+1. То есть о чем мы уже говорили, уникальность апартаментов одного типа. Как в комплексе, так и на острове не так много подобных апартаментов. Это одноэтажные. И сейчас я покажу квартиры типа лофт. Вот они 2+1, если мы можем видеть. Здесь терраса 24 квадрата. Здесь у нас зона прихожей, которая также является редкостью на Северном Кипре. Здесь у нас сразу заходишь в гостиную. То есть мы также выделяем в квартирах везде зону прихожей. Это просторный салон. Одна спальня на нижнем этаже. Они все выходят на террасу. И большая спальня на балконе мезонине со своим собственным приватным санузлом. Здесь от общей комнаты вы огорожены перегородкой 90 см стеклянной. При желании ее можно полностью застеклить до потолка, повесить занавеску и изолировать комнату. И квартиры 3+1, это у нас вместимость виллы. Хочу упомянуть про квартиры 3+1. На острове их мало. Если это приезжает большая семья, им предлагается вилла, а вилла это уже, соответственно, совершенно другая цена. Либо им предлагается там взять 1+1 и друг другу ходить в гости через подъезд. То есть для инвесторов и на сдачу, и на перепродажу это еще хороший вариант своей уникальностью. То есть мало кто предлагает из застройщиков 3+1, и мало в принципе в комплексе квартир типа 3+1. И она выглядит у нас вот так. Внизу это просторный салон, санузел, коридор. Внизу 2 спальни по 15 квадратных метров, терраса 24 и наверху большая площадь со своим приватным санузлом, со своей зоной спальни,
зоны хранения и со своим маленьким приватным балкончиком, 15 квадратных метров, там вмещается стол, стул, и если, допустим, себе люди делают одну свою приватную спальню, они могут с нее и не выходить, если им не хочется общаться со своими домашними, которые внизу. Это то, что у нас осталось в Элизиуме, и сейчас я покажу таунхаус, который у нас там остался. А можно узнать национальность соседа? В таунхаусе русскоязычный. И вот так у нас выглядит таунхаус. То есть это большая-большая вилла, разделенная на две также больших виллы. Они разделяются террасы, разделяются заборчиком на территории сада и, в принципе, имеют свое собственное приватное пространство. Так они выглядят с видом на бассейн, соответственно, непосредственно. Здесь у нас огороженная терраса, куда можно поставить стол и иметь крышу, то есть если это дождь. И также есть своя территория сада и есть небольшой балкончик в комнате наверху. Плюсом еще идет терраса на крыше, также огороженная, большая по площади. Это у нас обратная сторона дома, то есть здесь мы можем видеть, у каждого организовано свое собственное парковочное пространство. И территория сбоку дома и с обеих сторон также принадлежит клиенту. И вот так это выглядит, то есть это современная архитектура, это действительно большие площади, то есть по площади таунхаус действительно очень хороший. И плюс еще большая терраса наверху, 88 квадратных метров. То есть это и жилая зона, и зона сада террасы реализуется в полной мере, так как у нас на Кипре там 10, 11, 12 месяцев сезон террас, когда можно на них сидеть и не мерзнуть. И, соответственно, это также будет действительно используемое пространство. Это то, что у нас есть по проекту Элизиум, который у нас остался в продаже на данный момент. И тогда приступим у нас... План оплаты на Элизиум? План оплаты на Элизиум, да, сейчас расскажу самое интересное. Самое интересное. Вот. План оплаты конкретно на Элизиум у нас сейчас такой. Вносится депозит. Депозит у нас закрепленный именно по цене на каждые апартаменты. 1 плюс 1 – 3 тысячи, 2 плюс 1 – 3 плюс 1 – 5 тысяч фунтов, вилла – 7 тысяч фунтов. Дальше в течение первого месяца должны оплатиться 40% от стоимости недвижимости, и оставшиеся 60% идут в рассрочку на 36 месяцев на сегодняшний момент. То есть это до выдачи ключей плюс 6 месяцев. Выдача ключей – это ноябрь 2025 года. То есть заселившись, можно еще полгода оплачивать, соответственно, рассрочку за этот объект. Ноябрь 25-го. Ноябрь 25-го. Ага. И по перепродаже на этот проект? На этот проект действуют условия перепродажи, если через нас от 100%, если самостоятельно на 50%, но в Элизиуме у нас еще не переуступается рассрочка для следующего клиента. То есть следующий клиент должен заплатить полную стоимость квартиры при ее перепокупке. Все, понятно. А Элизиум 2? Элизиум 2 пока нет информации. А скоро будет? Будет. Хорошо, вы нам как только, так сразу. Мы же всегда с вами работаем по такой схеме. Как только будет информация, я сразу вам ее даю. И мы даже до старта продаж уже в курсе всего, как и было здесь. Хорошо, и наконец тогда переходим уже к новому проекту. Да, к новому проекту. Он называется Infinity. И сейчас я расскажу, где он находится, что он из себя представляет и какие мы там прекрасные условия предлагаем, потому что условия действительно прекрасные. Сначала хочу сказать пару слов о том, что Infinity на момент нашей записи только стартовал в продажах, но уже большое количество объектов забронировано, зарезервировано, но есть из чего выбрать. Я расскажу про наш новый проект Infinity. У нас на момент сегодняшней записи только стартовали в нем продажи, но уже довольно большое количество объектов забронировано, но выбрать также из чего есть. И он в нашей прежней концепции закрытого клубного проекта, не густонаселенного. И я сейчас расскажу, во-первых, где он у нас находится. Можно, извините, перебью, самый важный момент сначала сказать. Насколько я знаю, у вас скоро будет прирост. Да. У нас на проект Infinity гарантированный минимальный прирост цены – это 7% через 3 недели. Ну, судя по динамике продаж, скорее всего, это будет больше 7%. И дальше по моментам строительства будет подниматься цена? Да, то есть это стандартно во всех объектах. По моментам строительства цена поднимается, и самый большой прирост цены – это ближе к дате выдачи ключей. То есть, соответственно, когда объект уже готовый, он перепродается с еще большей прибылью. То есть это уже зависит от того, какой процент именно хочется получить от перепродажи этого объекта. И по его локации он находится в 300 метрах от Средиземного моря. Вот она, наша прекрасная зона, запрещенная под строительство.
И от дороги нас также отделяет небольшая буферная зона. Здесь люди живут в своих виллочках низкоэтажных. То есть мы удобны и около моря, и от дороги нас тоже отделяют. И рядом находится наш комплекс Элизиум. То есть если захочется, можно прогуляться туда, посидеть в ресторане, в баре, там также. И от этого комплекса будет также курсировать шаттл-бас до центрального пляжа на Лонг-Биче в летнее время. То есть если не захочется идти, то идти в принципе и не придется. И сейчас расскажу, из чего будет состоять наш комплекс и что вообще у нас в нем внутри. На территории комплекса находится, как мы уже говорили, 2 10-этажных башни. Они построены со всеми нормами сейсмики. И один блок апартаментов, 2-этажный блок, там 14 квартир. И в этих башнях, хоть они 10-этажные большие, у нас всего лишь 79 квартир на 2 башни. То есть мы не строим большие объекты, мы не строим густонаселенные. Здесь всего лишь 4 квартиры на одном этаже и, соответственно, один общий вход и круглосуточный ресепшн будет в этом здании работать. Из инфраструктуры это большой бассейн на территории комплекса с лежаками, с зонтиками и со всем остальным. Это большое количество прогулочных зон, зеленых, с зелеными взрослыми деревьями, за которыми мы также осуществляем уход. И также парковка у нас организована на всех жителей. Она организована по периметру здания, чтобы каждый не ходил, не боялся, что у него там мимо бассейна он будет вылезать, проедет автомобиль. И также из инфраструктуры. Главная фишка проекта, почему он называется, собственно, Infinity. Это Infinity бассейн на крыше. То есть это большой бассейн, заканчивающийся краем, обрывом со зданием, и, соответственно, с которого открывается вид на море. Я покажу на 3D-рендерах, как это будет выглядеть. Рядом у нас организована зона отдыха и зона бара кофешопа. То есть это можно взять коктейль и пойти посмотреть к бассейну на город с высоты 10-этажного здания и, соответственно, на море. Внутри у нас под зданием организован подземный этаж, в котором у нас организован бассейн, подогреваемый, круглогодичный, то есть в котором можно проводить время и в зимние, и в самые холодные времена, которые там Кипр нам может позволить. Также это зона спа с сауной и хамамом, и это спортивный зал. И все это опять же входит в стоимость обслуживания maintenance, то есть в спортзал, в сауну не требуется приобретение дополнительных абонементов. И также хочу заметить, что мы ввели только в этих башнях. Это наш такой первый опыт, и он обусловлен и нашим интересом, и интересом клиентов. Здесь мы сделали VRF-систему, то есть систему центрального кондиционирования в здании. Это удобно для нас. Здание 10-этажное не портится видом коробов для кондиционеров. И это удобно для клиента, потому что, заезжая в квартиру, у него порядка 3-4 тысяч долларов экономится на приобретении кондиционеров, которых, в принципе, без которых не прожить на Северном Кипре. И эта VRF-система обслуживается нами, как управляющей компанией. За ее монтирование дополнительных средств не берется, то есть она уже включена в стоимость. И в этих башнях типа А и Б она, соответственно, будет полноценно функционировать и на охлаждение, и на обогрев. Если это 2-этажный корпус, там у нас остается прежняя стандартная система кондиционирования, но здесь у нас будет инфраструктура под отопление, то есть можно будет сделать отопление. Теплые полы по стандарту во всех квартирах, то есть во всех санузлах, во всех квартирах теплые полы у нас входят опять же в стандарт. И на дверях мы здесь устанавливаем систему умного дома, то есть замки, которые можно разблокировать онлайн, дистанционно. Если клиент захочет сдавать, то у него всегда будет возможность для какого-то там своего гостя открыть на определенное время и потом для него эту дверь заблокировать, если он захочет сдавать самостоятельно. Если он захочет сдавать через нас, мы будем делать такую систему, как система аренды. То есть это будет полноценная система аренды, которой клиент может воспользоваться, отслеживать, сколько его квартира сдавалась, в какое время и какой процент он от нее получил. То есть мы опять же оставляем для инвесторов для аренды простор. Можно пользоваться нашими услугами, можно пользоваться какой-то другой компанией на острове, можно сдавать самостоятельно, онлайн, там из своей страны, открывая, закрывая непосредственно этот замок. И сейчас я покажу, как будет выглядеть наш комплекс, как он будет выглядеть в ночное, в дневное время и как вообще он замечательно смотрится. В ночное время здания 10-этажные будут подсвечиваться, то есть с любого уголка Лонг-Бича можно идти к себе домой и, так сказать, идти на свет. Если потеряешься, то не заблудишься. Вот. И также здание у нас современной архитектурной концепции. Мы делаем балконы Г-образные, то есть чтобы вид открывался на разные части света у одного клиента. И так что это удобно тем, что у нас здесь всего лишь 2 квартиры, здесь 2, и с другой стороны у нас также 2 квартиры. То есть здание будет многогранным, клиент сможет посмотреть на горы, посмотреть на море.
Если он берет квартиру без вида на море, у него также будет открываться довольно хороший вид. То есть он посмотрит на горы, посмотрит на город. И сейчас я покажу, как выглядит наш Infinity бассейн, про который мы здесь только рассказывали. То есть вот она, зона отдыха на крыше. То есть здесь вот она, наша зеленая зона с дикими пляжами. И с бассейна будет открываться вид непосредственно на море, на зеленые территории, на горы. И здесь можно будет полежать, взять себе коктейль в баре, соответственно, и совершенно спокойно расслабляться, отдыхать. За счет того, что комплекс у нас не прямо у дороги, а через небольшую буферную зону, шум от дороги, пыли также не будет подниматься к жителям. То есть действительно красивый вид, ты лежишь в бассейне и смотришь на море. Можешь пройтись до моря, потом полежать в бассейне. И как будет выглядеть дом в дневное время суток. То есть это вот так, он находится посреди зелени, вся территория будет активно озеленяться. И это действительно такое большое здание, которое как бы утопает в зелени, и жителям комфортно как для жизни, так если они будут приезжать туда на время, то есть совершенно расслабляться и чувствовать себя как в пятизвездочном отеле. Ну и, соответственно, если они останутся там жить навсегда, вся инфраструктура, все условия, большие площади квартир, удобства в квартирах, которые именно под жизнь заточены, также им позволят хорошо себя чувствовать в этих апартаментах. И сейчас расскажу по плану апартаментов, которые у нас там есть. Часть из них обладает видом на море, часть не обладает, часть с боковым видом на море. Мы это раскрываем сразу, то есть ни для кого не будет сюрпризом, с каким видом они берут апартаменты. У нас есть квартиры типа А1 и квартира типа Б1. Это апартаменты без вида на море, то есть у них вид на город, на горы. Они стоят ощутимо дешевле, чем апартаменты с видом на море. То есть если, допустим, кому-то это не принципиально, они могут выиграть какую-то сумму за свои апартаменты и купить их в этих блоках. Квартиры типа Б4, А4 и А3 – это квартиры с прямым видом на море. То есть непосредственно из всех окон открывается вид на море. И квартиры типа Б2, Б3 и А2 – это боковой вид на море. Здесь горы, здесь, соответственно, море. То есть дом у нас развернут, получается, диагонально к пляжу, и за счет этого у нас обеспечивается богатый вид на море у всех апартаментов. То есть вот отсюда прямой и отсюда. Здесь без вида, здесь боковой, здесь горы, здесь море. То есть максимально здание сделано так, чтобы больший процент квартир был с видом на море. Естественно, с 4-го этажа у каждого жителя будет гарантированный вид на море. И что касается блока С, блок С у нас состоит из двухэтажных апартаментов внизу, на граунд-флоре, то есть это лофты. И вверху это стандартная одноэтажная квартира со своей террасой на крыше. То есть здесь мы немножечко перевернули, и никто оказался не обделен. У кого-то сад, у кого-то крыша. Если мы берем квартиры 1+1, то это большие по площади 64 квадратных метра жилая. Это своя собственная оборудованная терраса 15 метров, и она переходит в свою собственную зону сада 45 квадратных метров. Да. И наверху это отдельная изолированная перегородка стеклянная, спальня 22 квадратных метра. Если это квартиры 2+1, это они чуть больше, чем в башнях, площадь у них здесь 99 квадратных метров жилая. Это одна комната внизу, санузел, просторный салон, оборудованная терраса 24 квадратных метра, 70 квадратных метров сада и плюс еще комната на балконе мезонине 27 квадратов со своим собственным санузлом. И такая у нас жемчужина коллекции – это две квартиры всего на комплекс, квартиры 3+1. У них площадь 183 квадратных метра тотальная, 151 метр жилая, и это такой маленький таунхаус с соседом слева и с соседом наверху. То есть у них свой отдельный вход. То есть вход не через общий подъезд, у них отдельный вход, у них большой просторный салон, кухня-гостиная 44 квадрата, у них санузел внизу и две спальни по 16 квадратных метров внизу. И на балконе мезонине у нас площадь 46 квадратных метров. Зонировано на зону спальни. Здесь можно устроить кабинет, можно устроить игровую, дополнительную гостиную. То есть пространство распоряжаться как будет угодно. Здесь у нас нарисовали архитектор бильярдный стол на плане. То есть он там тоже поместится, если кому-то очень захочется. И на балконе мезонине плюсом еще идет санузел 8 квадратных метров. То есть это прям большой санузел, куда влезет такая реликвия ископаемая Северного Кипра, ванна, если кому-то очень захочется. И зона сада у них здесь 57 квадратных метров. И у нас уже были такие обсуждения, вопросы с клиентами. Если захочется бассейн, влезет. 4/6 за дополнительную плату
можно заказать бассейн, Мгм. если очень сильно захочется. Хорошо. Ну, также зона сада очень привлекательна, в принципе, для времяпрепровождения там. То есть это закрытая терраса, плюс еще зона сада. И на верхнем этаже у нас там стандартные одноэтажные квартиры. Здесь в комплексе у нас было 3 студии, но, в принципе, мы постепенно отходим от концепции студий. То есть если брать башню, у нас там только 1+1 и 2+1. В долгосрочной перспективе на аренду, на перепродажу на 1+1 можно выручить гораздо больше процент средств, чем на, допустим, студиях. Они у нас здесь были, они были по привлекательной цене, они у нас уже ушли на момент, когда мы это рассказываем. Здесь есть 2 квартиры 1+1, они 67 жилая площадь, плюс 67 метров квадратных терраса наверху, на крыше. И здесь есть 2 квартиры 2+1, они по 88 квадратных метров, плюс терраса наверху, и плюс у каждой еще свой балкончик приватный, также изолированный от соседей и изолированной крыши, то есть в дождь также можно посидеть. Это то, что мы предлагаем сейчас на продажу, то есть у нас есть как квартира 1+1 в блоке А, Б в башне, и также у нас есть квартиры типа 3+1, есть квартиры типа 1+1, 2+1 в С-блоке, если кому-то хочется низкоэтажную застройку. И тогда по плану оплаты, по самому интересному, на сегодняшний момент, в ближайшие 3 недели от старта продаж, мы предлагаем несколько планов оплаты на выбор. Первый план оплаты – это когда вносится депозит 5%, дальше до 35% гасится в первый месяц, то есть плюс еще 30%, и оставшиеся 65% у нас идут в рассрочку на 36 месяцев. Комплекс у нас сдается через 24 месяца, то есть заехав туда, еще год можно платить рассрочку. Нормально. Рассрочка платится как помесячно, так и поквартально, уже зависит от желания клиента, и она платится у нас по факту. То есть если клиент у нас сейчас купил квартиру, в июне он внес первый взнос, если он выбирает платить поквартально, то в ближайшее время он будет платить в сентябре. То есть за 3 месяца, которые уже прошли, это также хороший такой льготный период каникул от платежей. Заплатил, забыл, начал опять платить. Главное не забывать окончательно. Вот. И второй вариант платежа – это 50/50, когда в первый месяц вносится 50%, оставшиеся 50 берутся в рассрочку на 24 месяца до ключей, и выбирая этот план, клиент получает 5% скидку на квартиру. То есть если у кого-то есть возможность, он может получить скидку за это. Также у нас есть предложение для инвесторов. Если инвестор берет квартиры больше, чем на 1 000 000 фунтов, он получает 5% скидку от своей суммы недвижимости. И для тех, кто может оплатить с барского плеча в 2 месяца полностью стоимость квартиры, это будет скидка 10% на цену квартиры. То есть в 2-3 месяца оплачивается полностью цена квартиры, и клиент получает скидку 10% от 100% цены. И по ресейлу, наконец-то, вы заказывали, мы сделали. Вот. Ресейл возможен самостоятельно на 50%, и у нас распространяется рассрочка на следующего покупателя. На следующего покупателя рассрочка будет до ключей. То есть если вы продали за 22, за 20 месяцев до ключей, следующий клиент получает рассрочку на эту квартиру до даты выдачи ключей. Вот. То есть Очень классно. это условия рассрочки, условия перепродажи и цены. Они у нас действуют 3 недели с момента старта продаж, а дальше мы посмотрим, что будет. То, что мы гарантируем, это минимальное повышение цены через 3 недели на 7%. То есть, допустим, инвестор использует второй план, платит 50%, через месяц он уже имеет право продать эту недвижимость. Он ее продает, у него уже была скидка 5%, плюс мы через 3 недели повысили на 7%, то есть прямо вот через месяц взял, отдал, можно уже в принципе иметь 12% с этого объекта недвижимости. То есть схем много, простор для творчества. Да, хорошо, что вы с этим проектом сделали эти все Да. условия. Был еще у меня один вопрос по поводу обслуживания. Тоже могут спросить клиенты стоимость обслуживания в Orchard, Elysium и в этом проекте. Если мы берем Elysium, он у нас там 65 фунтов в месяц на 1+1, 70 на 2+1, 80 фунтов на 3+1 и 100 фунтов это за виллу либо за таунхаус со своей территории. В Elysium у нас сейчас известен мейтенанс на 1+1 и на 2+1. Это 65 и 75 фунтов соответственно в месяц. Недорогая цена, Адекватная, потому что есть совершенно, застройщики, да, у которых инфраструктуры даже меньше, ну там 100-120 фунтов. И у Очень которых хорошо. на эту инфраструктуру квартир, соответственно, не меньше. Да. Спасибо вам большое. Мы бы сейчас хотели, наверное, посмотреть из Orchard, да, тот последний вариант, который у вас остался на продаже, да, мы можем туда пройти? Да, конечно, я вам сейчас дам ключи, только надо будет надеть каски, жилетки, очень официально, и можно будет посмотреть, заснять.
А шоурум есть подобный? Шоурум есть, я вам дам, как в него пройти, но, соответственно, он еще не полностью доделан именно в косметическом плане. Я не буду подводить длинный итог. Думаю, вы для себя уже сделали выводы. Добавлю только, что данный застройщик – это стопроцентное соответствие цены и качества. Если вам откликнулся какой-то из этих проектов, вы знаете, что делать. С вами была Натали. Увидимся на ознакомительном туре.